Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Мы хотели бы услышать о кургане Бессмертия, который находится в Кирейском районе, в деревне Быковка. Ну, начнем, наверное, с того, что когда приближалась годовщина 30-летию Победы в Великой войне, Великой Отечественной войне, наши районные местные власти решили построить, или, как правильно сказать, увековечить память павших, построить в районе курган Бессмертия. К тому времени уже по Тульской области уже существовало несколько курганов Бессмертия. Были в Богородицком, Алексинском, Плавском районе. Вот и наши решили тоже построить. Перед тем, как за это такое мероприятие серьезное взяться, сделали объезд по области, по этому уже построившимся курганам. Были в Алексине, Плавске, Богородицке. Ну это какой год был? Это был вот 74-й год. Нет, конец 73-го. 73-го года. Даже 73-го? Да, 73-го, да, 73-го. Вот, все объездили, все посмотрели. Зарисовку я лично там делал, каждого курганчика, мне самой фотоаппарата не было. И пришли все к мнению, все пришли к мысли, что курган такие курганы, которые находятся в области, уже существующие, наше начальство местное, районное, не устраивало, райкомпартия. Это был идеологом и строительство этого кургана Бессмертия был райкомпартия. То есть это было при СССР? Да, при СССР райкомпартия возглавлял Скачков Василий Георгиевич. И вот пришли к мнению, что такие курганы вроде наш район не устраивает. Они показались какие-то приземленные, низкие по такому архитектурному такому масштабу. Решили построить повыше, пограндиознее, посолиднее. А соответственно, значит, и поднимать высоту этого кургана. Но в городостроении, то есть в земле пользования и при строительстве таких вот насыпей, курганов, там учитывается один существенный фактор, то что грунт выше определенного угла наклона, он уже не держится, он уже уходит, земля просто, грунт уходит. Поэтому выбрали высоту кургана от основания 16 метров. 16 метров до вот верхней точки. 16 метров. Вот. Это один смысл. Но там смысл вот этот вот террикон, этот, я все понимаю, ну, сделано как террикон. Да. А вот какая история была примерно так, около Балаховки где-то был вот террикон? Теперь, почему именно Быковка, а не Болохово? Сейчас. Хотя у нас там район вот был, наверное, Балаховский, да, или как там? По тем временам, да. Да, вот именно. Когда мы все объездили, посмотрели, все увидели, и потом начали теперь делать объезд местности нашей по трассе для расположения кургана, искать ему привязку местности. Доехали мы из Кирейска, доехали до границы нашего района на реке Упе, где мы переезжаем. Сергиевск. Вот Сергиевская, да, вот прямо где указатель Кирейский район. И вот начали прикидывать, что здесь хотели привязать прямо в начале вот въезд в район и прямо сразу курган. Там место не позволяло полностью, там низина, все остальное, все это вообще не подходило. Дальше поехали в сторону Болохова. Доехали до Болохова, остановились, и вот многие товарищи из райкома и райисполкома, присутствующие вот в этой машине, вышли на улицу и вот на объект в этой местности, стали прикидывать о том, что вот в этом месте надо построить курган, именно курган Бессмертия наш кирейский, потому что бои-то в основном шли за Болохово, это как такой, как кирейский пункт. Вот, да, там такие, это были местные, там такие, когда только немецкие фашистские солдатики, говорится, уроженцы, отступали они, а сами бои-то были вот за взятие Тулы, окружение Тулы, Гудерианова, и вот Болохово как раз входило вот эту самую, так сказать, линию. И вот хотели, конечно, построить, непосредственно поставить перед Болоховым.
И место начали присматривать на месте шахты, угольной шахты, которая здесь была. Она там потом даже была в то время, после войны, там даже были заключенные немцы на этой шахте были. Да. Были заключенные, я еще помню, прекрасно это помню. Были это ограждения металлические, колючая проволока, ограждения, и там были с автоматчиками, эти там наши солдаты. И вот только, не знаю, ну, наверное, они меня прислушались. Я объяснил то, что вот у населения уже отложилось, вот, живущие в этом районе, в районе Болохова, и вообще проезжающие по этой трассе, что здесь была шахта, что здесь был террикон шахтный, да. Он напоминает такой же курган по сфере насыпи. Вот. И я сказал, что здесь именно, хотя ценность кургана для Болохова неоспорима, но вот привязка к шахте, ассоциации с шахтой, вот с терриконом, у людей она будет сохраняться, понимаете? И я сказал, что лично мое мнение, я лично не согласен дать оценку, чтобы именно вот здесь, на этом месте разрушенные шахты, где был маленький концлагеречек для военнопленных немцев, построить этот курган. И тогда, в общем-то, все пришли к мнению, что надо еще поискать одно местечко. И тронулись, но имели в виду, что если что, ничего не найдем, то вернемся вот на это шахтную площадку. Да. Изначальный который. Ну, потом поехали. И когда доехали мы до Быковки, здесь пошла развилка, здесь так сразу все дружно вздохнули. Вот здесь это место как раз, наверное, и самое подходящее. И оно пустое было. И оно по тем временам было пустое, там стояли два указателя, такие маленькие металлические, как обычно, там были там мир, там такие были сваренные конструкции, стояли просто как бы... И направление движения. Да. И вот когда мы все вышли из машинки и начали ходить по этому треугольнику, пока еще пустынному, и все пришли к мне, что именно, да, вот здесь как раз обзор будет и со всех сторон, то обычно, вот, например, вот, учитывая вот эти курганы, вот, Болоховский, то есть это Богородицкий, Алексинский, осмотр или как бы визуальное восприятие этих курганов происходило с одной стороны, только однобокое. Вот курган, если вот едешь, скажем, по трассе на юг, мимо Богородицкого, он просто стоит там. Ну да, он видели, идет да? только, маленький такой. Да, маленький, просто однобокий мы его смотрим. И также Плавский, также Алексинский. А у нас развилка, да, и на московский рейс, он, получается, обзор у него со всех сторон. Здесь пришли минимум все дружно, что именно, да, вот здесь как раз это место, это сооружение. Вы хотите сказать, тогда вы смотрели это в 3D? Ну, 3D выходит. Современно получается, да. 3D. Да. Вот. И как раз получилось, вот, что именно на этом месте. И без не откладывая долго на это место мы вернулись через пару дней с разметкой, уже полностью разметка уже в этом самом, на этом треугольнике. Привязка к местности. Да. И прям потому что время было ограниченное. Они начальство все планировало построить курган и открыть 9 мая 1975 года. 75, да, даже вообще, это для таких мероприятий, для таких строений, это просто было, я не знаю. Вот, и начали делать разметку. От центра развилки трассы, вот Киреевск на Московск, до центра кургана по масштабу было отмечено 200 метров. 200 метров, вот до центра, вот от развилки до центра 200 метров. Сам курган решили 16 метров делать. И плюс, вот я на макете, как бы увековечить, все курганы, все были такие вот, курганы, все, наверху, у этих курганов областных куча не было. Вот то, что на этом. Да, но я решил даже шпиль делать, типа, такой, не просто какой-то шпиль, там, как хромат, вот, а это как бы напоминающий этот наш русский, на русской винтовке, этот самый штык. Да, такой гранен, да, он такой, наверное, и есть. Да, вот так вот получилось. Только там поначалу было сделано на Болоховском маршзаводе, когда все стали исполнять, я предложил такую небольшую, такую площадку для этого штыка, ну там где-то сантиметров 50, такая была, или грубо сказать, как площадка, накрывающая вот этот земельный курган, а из него уже выходящая сама, это самое. Ну, и вот это все было, поначалу было сделано, все было хорошо, все смотрелось нормально. Но потом
грунт стал, ну, естественно, это время пошло, дожди пошли и все остальное, грунт стал уползать, уходить. И вот это металлическое основание этого, вот, как бы, грубо сказать, шапки штыка стало отрываться от земельной насыпи. Да, и пришлось ее тогда, соответственно, уже обрезать ее. Просто убрали и сделали насыпь. Но для того, чтобы курган не уходил, когда начали строить, там было применено такие огражденицы, школьники втыкали такие связки на проволоке, такие металлические и деревянные колышки, чтобы задерживать грунт, чтобы грунт не уходил, как бы такая рядовая такая провязка, прокладка вот по всему этому кургану. Вот. Ну, а само строительство кургана пошло довольно-таки быстро и дружно. То есть оно началось? Да, началось после всех вот этих вот мероприятий, когда вот мы осмотрели. То есть согласование, Тула, Москва. Да. Вот. Соответственно, как бы плательщики, которые, ну это же были народные средства района, это же надо было собирать народные средства, вот, и там были собраны все главы предприятий, там начальник, парторг и там еще было третье лицо, по 3 человека с каждого предприятия. И райком партии всех собрал и довел до сведения, что для нашего района вот нужна такая приблизительная сумма, товарищи. Ну, и сумма, это не секрет какая. Все было потрачено. Ну, меньше этих московских 60 тысяч, которые... Это старыми, когда машина стоила 5 тысяч «Жигулей», да? Но перед тем, как строить курган бессмертия Киреевский, по указанию райкома партии мы ездили в Москву, Министерство культуры РСФСР, где смотрели все, нам показали 2 альбома, все памятников по тем временам были они подготовлены редакцией. Вот, там были исполнены так монументальным, ну, естественно, это такие мемориалы. И среди всех подобных мы себе подобрали один курган. Вот, стоимость этого кургана стоила по тем временам 60 тысяч. Но нас не устраивало начальство района привязка этого кургана, вот из этого альбома к местности, потому что там было где-то в пределах 1,5, около 2 лет. И это никак не входило в планы, потому что спешили открыть курган вот именно к 30-летию Победы. Эта привязка просто уже убивала открытие нашего киевского кургана. То есть наш курган все-таки на чем-то основывается, или он был с нуля сделан вами, как художником? С нуля, все с нуля здесь. То есть ни от кого мы не брали. Вот это расположение вот этих скульптур, там курган, там стелла, и родничок сзади, который должен был стать. Вот я потом сейчас расскажу. А вот когда вот все это дело было сделано, начали уже делать разбивку, и прямо поначалу уже мы начали делать там разбивку, но и одновременно мне райком партии предложила, я работал в то время старшим художественной мастерской нашей Киреевской. Да. Мне вызвали райком партии и сказали, что после того, как мы все проездили, посмотрели все курганы, все остальное, как уже начали разметку делать на местах, надо делать в скором порядке. Мне так сказал райком партии Скачков. Любые там рисунки, какие угодно, слепки, что угодно, макет, как там называется? Макет мы знаем, что у нас хранится в Киреевском. Да. В общем, мне сказали, что в любой форме, либо было явное хорошее представление об этой местности, об этом мемориале. Ну, вот этот макет находится сейчас в музее, да? Да, я взялся за исполнение именно макета. Макет именно не в рисунке, это как-то это самое... Да, действительно. А этот курган уже можно было повертеть, присмотреться, все остальное. Все делалось в масштабе. Меня вот лично интересует, ну вот все это мы сделали, вот это вот сделали, дорожки, вот этот. Ну а вот примерно солнце, как оно заходит, как оно подсветка будет, это привязывалось к этому? Вот здесь как раз вот, даже вот здесь, конечно, просчеты, ну, потому что я же как таковой... Я вот смотрю, как художник на это. Ну вот точно день, как вот, скажем, архитектурного. Вот здесь мне, конечно, мой даже был просчет. Поначалу было сделано вот в отношении Солнца. Ну что, у нас обычно здесь эта страна-то она западная. И вот он даже сейчас, грубо выражаясь, так сказать,
точно, он даже на солнышко выжигает нашу эту сторону южную. Постоянно курган становится желтеньким и выгоревшим. С одной стороны. Да. Вот северная сторона прекрасна, она всегда зелененькая. Это вот солнечная сторона. В свете освещения, вот здесь в свете освещения я, конечно, здесь дал большую промашку, не учел. Надо было делать светильники приземленные и как бы, вот как сейчас современные лучи освещающие. Ну технология LED. Технология, да, технология освещения зданий, и так, архитектурная подсветка, выявление лучей. Ну тогда таких технологий не было. Конечно, не было, да, конечно. Если, может, они и были, но они были где-то, может, там трудно доставаемые, эти светильники. И пришлось делать светильники, как обычно, такие вот по аллее, которые у нас идут. По аллее вот стоят, вот, как вот в книге указаны светильники. Но потом получилась такая непонятная как бы накладка, когда вечером включали эти светильники, а там светильников достаточно на этом треугольнике, на этом кургане, да, прилично, превращался просто большой клубок света. И когда вот едешь ты, вот, скажем, из Тулы там, или с Новомосковска, вот этот треугольник, он просто как какой-то клубок световой был. И сам курган даже, он даже как-то и там меньше выявлялся. Вот мы не учли вот это само освещение кургана. Надо было лучевать, надо было направляющими этими новейшие технологии сейчас это могут сделать. Направленный свет именно будет подсвечен то, что нужно. Даже они могут сделать, как говорится, солнечную энергию. Ну это, конечно, по-современному, конечно. И шпиль будет подсвечиваться. Ну это да, безусловно. Там даже, так сказать, обычно ближе располагают светильничек. Даже можно цвета менять там. Конечно. В зависимости от этого. Значит, это вот так вот было. Но я понимаю, что все-таки делалось это к дороге привязано. К трассе. Ну да, к этой. Конечно. Потому что никак его не перевернуть. Она даже вот когда едешь, я сам автолюбитель, едешь и прям смотришь, прям курган он как-то по центру находится. Прям, если так ехать, прям точно в центр едешь. А так и получается, да, по осевой, прям по осевой так и делали. По осевой. То есть не меняли. Никуда не сдвигали ни влево, ни вправо. Прямо точно, как вот идет трасса до Радзивилки, московский рейс, прям точно как бы продолжение идет, идет по осевой, вот эта осевая взята за основу этого кургана. Вот, теперь, даже когда курган, вот все это, площадь, когда уже там, все уже начали строительство, чтобы вот там планировали от начала, там поставили эти стелы 41-45, это, естественно, начало и конец войны, посвящен каким, есть мемориалы, скажем, там, 12-му году, там разные, но мы прям поставили сразу стелы, что это уже привязка к Отечественной войне, 41-45. Но она там стоят такие красивые. Да. Вот, и потом идет дальше, там идут стелы всех этих войсковых соединений, которые проходили, освобождали наш район, там иконы Белова, иконы Белова, и все там Стрелковые, там, они согласно данных военкомата, они упомянуты вот на этих вот стелах. Дальше потом идет у нас вечный огонь, соответственно, вот как бы площадка вечного огня, были уложены звезда, вечный огонь, горящее пламя, две были бронзовые такие вещи положенные, как бы бронзовые венки хорошие, отличные, отлитые на Александрском арматурном заводе. Я еще в детстве маленький был, там даже под какой-то плитой прямо стук этот. Так, нет, дальше, это кончается вечный огонь, а потом идет дальше, начинаются могилы. Могилы, 4 могилы, и 5-я в центре могила бьющее сердце, как бы живое сердце. Там это строился такой метроном, такой исполняется тук. Вот я слышу. Работающий, да. Сейчас я не могу сказать, там трасса проходит. Да, могилы собраны, 4 могилы, это захоронения собраны из приближенных деревень, которые были захоронения. Красноармейцы. Да, с Дедиловского кладбища было взято из села Марковщино, Дубрава или там, я забыл. Там, в общем, Горький Дубрав. Да. Это под Балаховкой. Да, совершенно правильно, да. Там пруд у них, там пионерский лагерь был еще. Горький Дубрава. Да. Вот. Короче говоря, там были собраны, сейчас я окончательно не помню, там где-то там 5 или 6 были этих могил братских вскрыты перед захоронением. То есть это было в торжественное, здесь да, Кирейске. Перед захоронением было, да, это все было
в торжественной обстановке, все было представлено. Вот. Гробы стояли в доме дворца культуры. Ну, это горняк. Да. И потом было перезахоронение, вереница такая была траурная, соответственно. Это в каком году? Это был декабрь 1974 года. Декабрь 74 Да. То есть туда, в этот курган, сразу, когда строительство, и сразу туда. Да. И вот это по краям две могилы с одной стороны, две с другой, в центре это могила бьющее сердце метроном. Ну, технология метронома, я думаю, рассказывать не стоит. Это обычно там технология электронная там. Вот, теперь дальше, проходя дальше, вот как бы продолжая, вот пошли мы могилы, и так вот идет человек по площадке, по кургану, по аллее. Доходит до кургана, ну, в кургане стела, ну, а это венчающая стела этим орденом Отечественной войны. Вот, по бокам две такие нисходящие бетонные, в которых помещались гильзы. Гильзы, настоящие стопроцентные гильзы, медные, новенькие, да, гильзы с землею городов-героев. Наши представители района ездили по всем городам-героев, собирали, это привозили землю. Землю привозили там из Сапун-горы, из Керчи, там, ну, там до тех, не говоря уже там о Москве, Ленинграде, там и других. То есть настоящая земля была? Да, настоящая, да, привозили. Именно из городов? Да, из этих городов, да, все привозили. Вот, все это было, соответственно, вот, замуровано в этой нише. Была заложена вот книга. Вот книга там написана. Да. А вот сам, я вот, например, не видел эту книгу. То есть 74-й, Ну, эта книга, год. Книга представляет собой такой приличный альбом, так сантиметров 20-40, сантиметров 60 длин, и так примерно так 20-40, 60 на 45, это такой альбом толстый, ну, примерно сантиметров, может быть, под 15, вот такой толщины, весь прошнурованный, пропитанный воском, ну, для тления бумаги. Все-таки сырость, это влага же. Да. И перечень всех собраны, все фамилии погибшего района. Из нашего района, которые ходили на фронт и не вернулись. Даже так? Да. По всем, которые получали вот все эти самые похоронки, да. Но один казус оказался интересный, когда вот уже курган все открыли, там, выбили, сейчас минуточку. И потом вот мы продолжаем мысль по ходу. Дошли до кургана, все проновили, и потом дальше идут по кургану, когда планировали, сделали кольцо бетонное, ну, чтобы таким мертвым, уже оканчивающим это расстояние от 200 метров вы дошли до центра, и вроде не казалось пустынным, надо как-то было эту мысль закончить, круговую. И поэтому лично я предложил на земельный грунт, прямо рядом с бетонным кольцом положить, там, раз, два, три, наверное, штук 6 бетонных плит, вот с надписью этих погибших еще солдат, фамилии, которые знали. Там многие были просто безымянные были. Да, были просто, да, кости были нетленные. А фамилии были там. И вот фамилии, которые там именовались, вот эти фамилии выбили на гранитных плитах, и эти плиты были уложены по кругу, по диаметру этого кургана. Они сейчас находятся, лежат. Да. Вот этот казус один появился, что одного высекли, как сказать, вырубили фамилию на гранитной плите, ну, как сказать, ложно, не ложно, он оказался живым. Да, пришлось это, потом фамилию. А как узнали это? А вот навели там какие-то справки, там через военкомат там выяснилось. Да. Там видно, все было под контролем. Когда открытие кургана было, там, возможно, было приглашение родственников, разыскивали, все-таки район, расстояние недалекое, присылали родственникам, кто может из этих павших приехать на день открытия кургана. И вот выяснилось, что один товарищ... Ну, это очень большая работа была проделана. Так, теперь дальше, вот все это было разложено, и там дальше, это рассчитано, конечно, на просмотр летнего времени больше. Зимой-то там все, конечно, бывает снегом взметено в основном. А летнее время, как бы, там люди все-таки... Ну, свадьба это точно там. Ну, свадьба там, да. И там есть, вот, я потом применил, предложил построить этот фонтанчик. Вот, я... Да. Там все это было хороший такой был фонтанчик, там скамеечек поставили. Поначалу все это было хорошо, все культурно. То есть работало? Да. Ну, а потом, видно, получается так, что
в зимнее время, Вода перемерзает. да. Там же надо было соблюдать и сантехнические нормы укладки трубопровода, чтобы грунт, ну, особенно где-то, может быть, в спешке где-то не досмотрели и положили в грунт, который попал в промерзание, слой промерзания. То есть морозы у нас могут минус 15, а могут минус 35. Конечно. И поэтому где-то раз прихватило, перемерзло, два, и потом, и в конце концов, потом все это место как-то позабросили. Вот. Ну, для этих монументальных вещей, на кургане были установлены против могил и вот это метронома, сердце бьющее, соответственно, скульптура Родина-Мать, вот, коленопреклоненная, и как бы воин, ну, раненые воины, там, ну, просто, я-то думал, там, как бы тоже такой солдат, как бы, скорбящий по своим друзьям, однополчанам. Ну, а скульптор, когда исполняла эти композиции, скульптуру в натуральную величину в материале, скульптор Рябченко из Тульского фонда Союз художников. Но она решила вот его как бы посадить в такой позе, как бы, вот, как раненый оказался, больше не скорбящий, а как бы раненый солдат, там с автоматом, все там. Да, вот, вот такие вот фигурные композиции на этом самом. В целом наш мемориал Курган Бессмертия, он оказался одним из лучших в области. Даже в области. Даже в области, да, даже в области. То есть по высоте и по своим... Да. Вот то, что, вот, конечно, достигли вот эти цели грандиозного, так сказать, ну, повышенного формата расположения самого кургана выше всех курганов в области, которые существовали до него. Ну, конечно, пришлось попотеть и вот, по предосторожению ухода грунта, еще раз возвращаясь к грунту, который грунт укрепляли как можно больше, чтобы грунт не уходил. Но все равно по времени, конечно, уходит, показывает, что все-таки грунт, это дело свое. Природа есть природа, не удержишь. Вот. В этом вот грунте, вот в этом самом кургане, в массиве кургана, там не замурован, а сделано оборудование, говоритель, и на такие моменты, по тем временам, сейчас уже, возможно, уже тоже все уже позабросили. А те годы первые всегда включали голос Левитана. Да, ну там, соответственно, из клуба Быковского, который рядом недалеко находится, это дворец культуры, дом культуры сельский, Быковский. Оттуда, соответственно, через проводочку, связисты провели проводочку и включали магнитофон в клубе, соответственно, а динамик транслировал, и это самое, он был прямо замурован внутри этого земельной насыпи. Вот только что там такие решеточки, ну, как обычно, динамики идут, и голос Левитана. Ездили специально к Левитану, еще живому. Да. Наши так районные власти гордились, что их приняли так с честью в Москве. И он записал вот все эти именно данные. Для Киреевского. Да. Ну-ка по тем временам, когда вот сводка по тем временам читалась, скажем, вот освобождение Тульской области, Тулы, там, когда вот шли войска от Московска, освобождали, вот через шли войска, вот, освободители наши, вот шли от города Михайлова, Рязанской области, Стальногорск, по тем временам Стальногорск, Узловая, вот наш Киреевск, вот, и Богородицк было по направлению, когда уже изгоняли вот оттуда из Подмосковья. Вот. И он это все зачитывал, вот, как раз вот связано было с Тулой, вот, и там упоминает Киреевск, деревню Быковку, и все такое. Да, так торжественно было слышать в голосе Левитана. Хорошо. Нашу местность. Большое спасибо. Вы смотрите канал Киреевск Лайв. После всего того, что произошло с открытием, открыли, соответственно, все как положено, наш курган стал жить своей жизнью. Издательство «Плакат» решило переиздать книгу «Подвиг народа» с новыми памятниками, которые были открыты к 30-й годовщине Великой Отечественной войне. И наш Киреевский курган вошел в эту книгу
Вот, с этой информацией, каким датам и все приурочено было. Книга называется «Подвиг народа», издательство «Плакат».